Привет, привет, всем привет. Девочки, вот забыла вам показать, и мальчики, здесь у меня что же в этой локации орхидея, которая живет в керамзите. Не керамзите, а в плагроне. У нее такие классные корешки, она отлично растет, еще ни разу не цвела. Здесь мне мешает хлорофитум. Она ни разу не цвела, но я жду, потому что это подарочная орхидея, я жду. Здесь хоечки, хоечки, хоечки. Смотрите, вот это лакуноза эскимо, без конца цветунья. Пахнет тут каждый вечер. Вот, смотрите, никак не угомонится. И, кстати, Ребекка тоже ее догоняет. Растит цветоносики, уже процвела. Матильда. Матильда продолжает цветение. Видите, какая клевая. Вот какая Матильда. Но я сюда не за этим пришла. Они у меня политы, кстати. О, девочки, сразу скажу, что лакуноза у меня потеряла тургор. Я ее засушила. И после 2 поливов она все-таки пришла в себя. Вот это эскимо. Туристики были просто жуть. Просто жуть. Все, восстановилась. Я, конечно, 1 череночек срезала на всякий случай, но она восстановилась, представляете? Так что лакуноза особый случай. Вчера у меня муж тут просто ахнул. Я уже даже не обращаю внимания, но он подошел и увидел вечером вот это вот буйство цветения и говорит: боже мой, какая красота! И я с утра попила кофе и думаю, надо срочно побежать вам показать эту красоту. А то так отцветет и не заметит. Так, у меня там геймер, поэтому вы можете слышать на фоне геймерский сленг. Так, смотрите, это дендробиумы. Перед вами Берри Ода. Берри Ода из эпицентра. Девочки, кто хочет попробовать дендробиумы, вот прям его покупайте, если он вам встретится. И даже не сомневайтесь, будете иметь вот такое вот красивое цветение с каждой бульбы, и даже не один раз. А сейчас я вам покажу, что я имею в виду. Смотрите, вот эта бульба, например, она уже цвела. Видите, я срезала цветонос. Но через время она дает цветонос где-то сбоку. Вот, смотрите, как это выглядит красиво. Немножко ароматит таким цветочным ароматом, на любителя, ну, ненавязчиво, поэтому вы не расстроитесь. Ну, это очень так симпатично выглядит, мне нравится. И очень хорошо разрастается. И что мне нравится, не зальете эту орхидею. Девчонки мне написали, я вот всегда с благодарностью вспоминаю, он у меня стоял и не очень-то хотел растить своей бульбой, как-то так чах, я его сушила. Короче говоря, ставите, вот прям берете, он у меня уже пересажен из того транспортировочного горшка, пересажен в обычный 12-й. Видите, сколько корней. Берете вот такой обычный горшок, корни тут уже, и кашпо любой, и вот так вот ставите, и когда поливаете, прям вот так вот, пару сантиметров воды наливаете и оставляете, и забываете про него. Но это у меня на южной стороне. Видите, тут притенение. Если у вас северная сторона, наверное, как-то поаккуратнее. Так, и ему в тон, наконец-то, хибики. Я прям, слушайте, нечаянно подобрала их тут вот. Но дело в том, что это теплолюбивые дендробиумы, поэтому я их сюда и определила на южное окно. Да, хибики ведь тоже теплолюбивые. Девочки, наконец-то это чудо в перьях расцвело. На старых бульбочках очень долго дул цветонос и что-то там растил. Он невероятный. Он невероятный. Прям такой вкусный, аппетитный. Ну прям вау. Сказать, что он проблемный, я бы не сказала. Вот корешки у него растут. Во что посажен? Во всякий хлам. Остатки мелкой коры там от посадок орхидей фаленопсисов. Добавлен там кокосовый, ну не субстрат, а чипсы кокосовые. Мох не помню.
Может быть и есть. Ну вот он растит корешки очень даже неплохо. И растит бульбы. И цветет на бульбах прошлого года. Такой красавчик. Посмотрите на него. Вы только гляньте на эту клумбу. Они такие низенькие, такие низкорослые, такие ароматные. Ну, они не ароматные. Это я вам слукавила. Уже я прям захотела аромат от хибики. Растит бульбу. Причем не одну, а одновременно много. И на старых лысых вот таких бульбах, на старых, начинает цвести. И сколько цветет, я не знаю, но девочки пишут, что говорят и рассказывают, что до полугода. Представляете, вот полгода любоваться вот этой прелестью. Но это вообще, это просто. Девочки, он не часто бывает в закупках, в заказах. Так что увидите, берите. Посмотрите, ну как можно не взять вот такую красоту. Маленький цветочек с оранжевой губкой. Гляньте на него. И это в соцветиях. Посмотрите. А? Ну просто конфетка, цукерочка. Посмотрите вот здесь как много. Так это у меня первое цветение. Вообще у него первое цветение. Это он у меня расцвел. Когда я его купила? Я не под... Вот это хибики не подписала я. Вот я что-то не имею привычки писать ни год, ни число. А надо было бы. Вы гляньте, да? И вот они с Бариода, тут такие два красавца. Напишите, кому кто больше понравился. Кому понравился Бариода, кому понравился больше хибики. Я прям не знаю, он каждый по-своему хороший. Я этот беру в руки, и от этого просто балдею. Классный такой. Может быть и хорошо, что он не ароматит. У кого невосприятие запахов, тому зачем, чтобы ароматил. Смотрите, какие новые росты этого года. Листики. Потом я сначала испугалась, он скидывать начал листики, вот бульбы вот такие голые. Я думаю, ну все, или залила, или что такое. Оказывается, что так надо. Он скидывает. Листопадный, так это называется. И, кстати, в сравнении с Бариода, этот не так водохлеб, не так надо много ему влаги. Его, возможно, просушивать надо. Ну, как бы не то, что надо, но он не так выпивает быстро, как вот этот. Этот просто ненормальный темп у него прям. Я его чаще поливаю, во много раз чаще, чем хибики. Так что вот так красивый какой. И, кстати, хочу вам показать еще. Я тут собралась окна мыть. То после дождя вот такое вот творится. И думаю, сейчас сразу вам сниму. Так, у меня тут фаленопсисы начали свое цветение. Продолжили. Не начали, а продолжили. Тут цветонос срезан и вот наращивает. Я сейчас открыла окно, чтобы промыть. А так у меня тут притемнение, конечно, шторка вот эта опущена. Так, вот это моя вроде как ничего котлея. Я вам котлею показываю. Два роста. Но пока не цвела, мне ее мамочку прислали фотографию, как она красиво цветет, эта котлея. Но у меня она должна, конечно, нарастить корней, а потом уже цветение будем ждать. Пока тишина. Ну, здесь у меня вот такое цветение. Сейчас я вам покажу. Поставлю на пол котлею. Вот мой, как всегда, бессменный любимчик Сан-Франциско. Смотрите, что он творит. Вот тут цветонос огромный срезала, и вот здесь срезала. И вот он такой, да, ой, тут что-то все перемешалось, непонятно. Тут 2 цветоноса вместе. В общем, это вот такие букеты у меня. Как всегда, я без цветения не остаюсь, потому что у меня есть красавчик Сан-Франциско. Но не только он. Все еще цветет моя принцесса. Но она уже, ничего, она не скидывает эти ужасные цветы. Удивительно. И смотрите, пожелтел лист у Наташи. Наверное, может, то, что солнце с подоконника. Но она тоже цветет. Дорастила еще один бутон, и вот еще растет. Такая вот. Я их недавно поливала. Сейчас ее солнцепелку уберу. Наташа у меня с такими большими листьями. Вообще классная. Вот
Таша, конечно. Вау, вау, вау. Красотка восковая. Восковая красотка. Ну-ка. Ой, она немножко пахнет такими ягодками. Но мне кажется, ягодками. Вот так похоже пахнут тетрасписы. У кого есть тетрасписы, вот похоже на специозы, на тетрасписы аромат. Так мне кажется. Так, доцветает уже мой красавчик. Любовь на закате. Любовь на закате. Sunset Love. Ну, уже все, уже все. Здесь у меня практически никто не цветет, только вот готовится Dusty Belle. Видите, вот уже открывает. Ох, она, конечно, ароматная будет. Это у нее же цветет ее детка, я вам показывала. Вот она, детка внизу, видите, вот. И вот это у нее цветонос сюда вышел. Эти пока дуют, только не дуют, а растят. Вот видите, вот Joyride растит цветонос. Здесь маленькие цветоносики у желтого шоколада. В общем, все отлично. И я жду, вот я очень люблю вот эту орхидею. Арфа, по-моему. Вот у нее здесь такой букетик дорастила. И вот второй цветонос растит. И вот тут, наверное, тоже будет. Она что-то, смотрю, у меня намного бутонов не растет. А вот этот Big Lip, он с той стороны и с этой, видите? Вот. Ой-ой-ой. В общем, короче, вы поняли, да? Вот. Одну почку разбудил. Вот тут обрезала, разбудил почку, дал вот такой цветонос. Здесь дальше почка вот так вот идет. И еще третья почка. То есть, получается, разбудил на цветоносе 3 почки. Вот одна, вот вторая и вот третья. Представляете? Вот. Раз, два и там дальше 3. С ума сойти. Так, мой лейкофантастик тут тоже на ответвлениях. Вот старается. Вот срезала его зимнее цветение. Вот он здесь срезала, здесь срезала. Вот он все почки решил со всех протестей. Здесь, короче. И 2 новых цветоноса в окно. Я не знаю, что я с ним буду делать. Надо как-то так его трошки разворачивать. Поливала недавно тяжелый. Я его привязала. Смотрите, чтобы он не упал. А это моя роза. Желтит лист. Я его... Та, которая одна из... Ну, первая моя. Видите, что с ней произошло? Все ужас. Ну, она нормально. Тут растет корни, все у нее хорошо. Но вот лист она решила съесть. Второй. Вот один съела, я убрала, вот второй съела. Ну, точка роста жива. Не будем переживать, но она решила дать цветонос и цветет. Ну, я ей не мешаю. Девчата скажут: Таня, срезай. Да, девочки, уже как будет, так будет. Тут еще один мой есть болящий, который уже поправляется. Мой любимчик, который так красиво цвел. Это мой Пуаро. Рейнг Принц. Ну, тут нормально он. Корнями обзаводится, листики растит. Ну, думаю, вычухается. Ну, конечно же, цвести пару сезонов, наверное, не будет 100%. Незачем ему цвести. Так, и кого же я вам хотела показать здесь на подоконнике? Ну, этот красавец цветет здесь, кактус. Такой красивый. Вот он мне нравится. У меня кактусов 3, и этот всегда цветет. Здесь на солнечной стороне. Видите, какой умничка. Весь в бутонах, вообще неприхотливый до ужаса. И слушайте, я тут недавно делала полив. И знаете, что увидела? Девочки, вот это вот моя котлея. У Львовки, я ее помню, покупала. Она называется «Глаза джунглей». Jungle Yes. Вот она тут полита у меня. Она растила росты, и вот смотрите, что она выдала. Либо это не, ну, это, наверное, лист второй. Это второй лист на новом росте. Вот на этом росте. В общем, она еще не цветет. Я очень жду, что, может быть, здесь она что-то выдаст, какой-то чехольчик на предыдущем росте, вот на этом обожженном солнце. И вот новый рост она растит, вот этот, видите? Она постоянно растит рост. И вот он такой бодренький. Это она разворачивать будет второй лист. Все, я поняла. А я уже подумала, что это чехол. Так ее ставлю.
Здесь на солнышке. И вот этого красавца тоже на солнышко ставлю. Так, выпрямляйся. Разверну, чтобы выпрямить. Ой, ай, кактус. Хочу вам показать еще одного представителя орхидейной группы, который у меня не рос. Это Halkastylus MS Sunlight. И я его потом, после того, как он был в открытой системе, где угодно он был, в коре, ничего ему не нравилось, он еще ни разу не цвел, но мне очень интересно, он так прикольно цветет, судя по фотографиям, по видео. Я его посадила в плагрон. Видите, вот плагрон. Он сидел, а потом как начал растить корни, вот смотрите, вот корень наверх уже вышел. Он бы как-то вот так закукливал корни, даже новые растущие. Но вот этот, ну вот там я вижу, что-то там уже углубляет, уже не стесняется, уже углубляет. Но он уже больше года у меня. Все так он долго адаптируется к моим условиям, очень долго. Но я надеюсь, что все будет у него хорошо, и мы с ним когда-то порадуемся. Он меня порадует. Я его радую тем, что я его поливаю всякими вкусняшками. Но видите, вот это вот эти листики последние, какие-то маленькие, небольшие. Но я увидела вот недавно этот корневой рост, я прям думаю, ну все, дело пошло. Раз уже осваивает и приспособился к этой посадке, я воды наливаю, и прямо вот сейчас даже мокро. Вот здесь вода стоит, и она постепенно, чем хорош плагрон, он снизу передает от шарика к шарику влагу, передает, понимаете? И, в общем-то, я надеюсь, в общем, ему влажненько, солнечно здесь, весело, и я надеюсь, что мой Halkastylus меня порадует цветением. Я вам тоже обязательно покажу, и мы порадуемся вместе. Так что вот такие дела, друзья мои. Вот тут моя грядка недалеко от окна. Видите, окно подальше. Ну сколько здесь? Метр, наверное. Им тут неплохо. Достибель нравится. А, я вам ринхиш показывала. И вот ринх, один из показанных мною вам ринхов. Вот он здесь живет и здесь жиреет. Видите? Вот ему здесь нравится. Один у меня стоит там на солнце. Ну, не на солнце в притенении, а этот здесь. И такие листики растет красивые. Молодец, тоже еще ни разу не цвел. Так, мой геймер мой здесь. Вот тут второй стоит. У меня тут два, в этой комнате два Halkastylus. Вот второй, вот он позже приехал. Это, по-моему, Red. Так мне кажется. Вот он здесь, вот даже подзагорел. Вот он здесь вот среди дендробиумов растет. Я его почаще поливаю, потому что боюсь, что он может расстроиться. Вот такой вот. Тоже растет. Слушайте, мой шикарный очиститель воздуха. У меня на кухне стоит боник, который такой кучерявый. Я девчонкам посрезала здесь. Кто-то просил, кому-то я без просьбы этот фильтр отсылал. Вот у меня малышня сколько наращивает. Видите, вот эти стрелки растет. Так что, девочки, кто хоечки будет заказывать, вот срезом, смотрите, я могу вам сколько нарезать. Я такие щедрые ветки режу, щедрые. И я обязательно вам положу вот такого вот очистителя воздуха. Ну, в наших условиях современного... Так, я извиняюсь. Современная экология желает лучшего. Я извиняюсь, потому что я смотрю, что здесь безобразие. Точно писал кто-то мне, или где-то я читала, что у меня в комментариях или у кого-то другого, что хои сходят с ума и кондиционер могут. У меня тут кондиционера нет, у меня на той стороне, на обратной стороне, но они такое вытворяют, бывает, особенно вот такие быстро растущие, как пубикалисы. А смотрите, у него здесь есть зонтик, и здесь мой пубикаликс наконец-то будет цвести. Он уже несколько лет не цвел, потому что цветет только когда ему солнце прям в глаз. Смотрите, что он творит. Он тут уже решил мне все
Все за это самое. Гляньте, ну что это? Ты бесстыдник. Скажи, я не бесстыдник, я беру свое. А я его так вот заматываю. Кстати, девочки, пристроила я свою классическую хою карнозу. Короче, хорошие руки цветоводом. Такую достаточно взрослую. Надеюсь, что они ей там создадут условия, и она у них будет цвести и радовать. Вот у меня такой побекалик. Кто захочет, я тоже с удовольствием поделюсь. Смотрите, какой у него классный сплэшистый лист. А потом покажу, как он расцветет. Вы просто обалдеете, какая у него богатая вот эта вот корзинка. Когда распускается, такая яркая, бордовая. Так, кстати, моя мармеладка, леди мармелад. Смотрите, мы же думали это деть. Параллельно растет второй цветонос. Видите, что делается? Этот не сушит, я его не трогаю, не отрезаю. А второй растет прям параллельно. В общем, друзья мои, еще раз вам показываю свои красавцы дендробиумы. Надеюсь, что я вас заражу вот этой красотой. Видите, как здорово? Видите? Давайте для заставочки вот так сделаем фоточку. Кадр для заставочки. Все-таки это просто невероятная красота. В общем, желаю вам обзавестись этими прекрасными дендробиумами. Много места они не занимают. Вот если бы убрать ринхостилис отсюда, да, и вот так их вместе поставить, смотрите, ну что там вам, жалко 30 сантиметров своего подоконника для такой красоты. А, кстати, вот Берри Ода, он очень часто цветет. Он где-то вот процвел, отдыхает месяц-полтора и опять. Сейчас понюхаю. Но он какими-то такими полевыми цветами пахнет. Интересный такой, клевый. Вот сейчас у меня в наличии 1, 2, 3 цветоноса, да, или больше? А ну давайте, поверьте мне. 3? Было даже больше в прошлом цветении. Вот сейчас только 3. Класс. И он тоже, ну, недолго, не 6 месяцев. Ну, где-то цветет вот так с нескольких цветоносов около месяца тоже. Прикольно. Видите, какой у него бутончик смешной, да? Такие птички. Классные. Все, друзья мои, всех обнимаю. В общем, жду от вас в комментариях вашего мнения, кто вам больше нравится. Вот мне вот такие нравятся, которые неприхотливые, которые цветут себе. Я сейчас жду посылку от Ольги Вовк. Там я заказала дендробиум, который такими, как же он называется, крупными желтыми цветами. Там классический такой, тоже вроде неприхотливый. Жду его. И там, по-моему, приедет коняка. Посмотрела фотографии. Оля начала, уже получила, уже она высыла потихонечку, как бы готовит их к отправке. Эти не фаленопсисы, а разные виды других орхидей, экзотов, как она их называет. И она, получается, покажу вам еще раз Матильду. И она как показала фотографии, она в руке держит, там вот я энциклию заказала, вот эта, которая цветет такими осьминожками. Я увидела у Марины на канале с Кривого Рога. У нее тоже такое есть. Я его купила 600 гривен, я думала, как бы написано взрослый, но она как показала, там такой слон, я аж испугалась. Привыкла, что все время такое что-то маленькое, этот же тоже небольшой приехал. Но этот большой я купила. О, 4-й цветонос, вот он, еще 4-й, значит, 1, 2, 3, 4 цветоноса, как я его не заметила. Вот. В общем, все, друзья мои, всем обнимаю, всем пока-пока, всем цветущих орхидей, хорошего позитивного настроения, всего самого-самого наилучшего. Жду вас в комментариях. Спасибо вам за ваши позитивные комментарии, за ваши лайки. Мне всегда приятно. Пока, друзья.